Доброго времени суток, мои уважаемые зрители и подписчики. И в этом видео я расскажу про переход Марса в знак Рака, который состоится уже 6 января. Марс в Раке действительно задает тон первому месяцу 2025 года, предвещая полосу недоразумений и эмоциональных бурь. Под его влиянием чувства могут накаляться до предела, что обострит и без того напряженные отношения. В окружении знакомых и близких стоит быть особенно осторожным. Каждое слово может вызвать нешуточные конфликты. Обострение сплетен и слухов лишь подольет масло в огонь, и будет легко потерять контроль над ситуацией. В такие моменты лень и внутренний диссонанс могут тихо подтачивать нашу продуктивность, заставляя нас отвлекаться от важных дел. Мы рискуем оказаться во власти негативных эмоций, так и не осознав, как это влияет на наши решения. Ключ к преодолению этих трудностей – осознанность и сдержанность. Помните, что общение в состоянии агрессии лишь усугубит проблемы. 6 января станет особенно важным днем для осмысления и решения противоречий. Уделяя внимание своим словам и внутреннему состоянию, мы сможем сохранить гармонию и избежать ненужных конфликтов, находя пути для конструктивного диалога и понимания. В это время особенно важна практика саморазмышления и эмоциональной стабилизации. Периоды, когда эмоции берут верх, могут стать толчком к самоанализу, помочь понять глубинные причины недовольства и конфликтов. Стоит обратить внимание на свои реакции и осознанно управлять ими, чтобы не прибавлять проблем в отношениях. Важно найти способы выражать свои чувства без резкости и обид. Кроме того, стоит помнить о том, что в отношениях с близкими необходимо проявлять терпение и понимание. Даже малейшие недоразумения могут перерасти в серьезные споры. Постарайтесь ставить себя на место других, чтобы не упустить важные нюансы в общении. Открытая и честная коммуникация поможет избавиться от недосказанности и недопонимания. На пользу пойдут занятия, которые способствуют снижению стресса. Медитация, йога или времяпрепровождение на природе. В такие напряженные моменты забота о себе может стать необходимым условием для сохранения душевного равновесия. Хорошо найденный баланс между активностью и отдыхом поможет преодолеть эмоциональные трудности, сохраняя положительный настрой в начале Нового года. Также важно развивать навыки активного слушания. Часто в разговоре мы сосредотачиваемся на том, что сами хотим сказать, а не на том, что говорит собеседник. Постарайтесь не только услышать, но и понять его чувства и переживания. Это создаст атмосферу доверия и открытости, что положительно скажется на ваших отношениях. Не забывайте о значимости совместного времяпрепровождения. Простые занятия, прогулки, игры или совместное приготовление еды могут укрепить вашу эмоциональную связь. Эти моменты создают уют и теплые воспоминания, пробуждая положительные эмоции сближения. В сложные периоды могут возникать искушения отстраниться от близких. Однако важно помнить, что и открытость и поддержка друг друга ведут к лучшему пониманию. Бережное консультирование о своих чувствах поможет выявить истинные проблемы и устранить их до того, как они перерастут в серьезные конфликты. А на сегодня это все, и помните, что каждый Новый год приносит новые возможности для личностного роста и улучшения взаимоотношений. Используйте это время для созидания и укрепления связей. Это должно спасти нас с вами от многих бед и проблем. До новых встреч!